Всем здравствуйте! Сегодня я хочу вам предложить связать вот такие красивые пинетки-туфельки. Мы их будем вязать крючком. Вяжутся они очень просто, смотрятся вот на ножке очень красиво. По сантиметрам вот до 9 сантиметров данные пинетки вот по подошве. 9 сантиметров, вот так. Также эти пинетки, туфельки можно украсить вот красивым бантиками из лент или цветочком, вот любым декором, который вам нравится. И вот сегодня с вами мы свяжем такие симпатичные пинетки туфельки. Приступим к вязанию. Для пинеток я буду использовать акриловую пряжу в 50 граммах 180 метров. И крючок буду использовать 2,5. Набираем цепочку из 19 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Теперь во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида. И так в каждую воздушную петлю провязываем столбик без накида. И так довязываем до конца ряда. И вот мы довязали до конца. Теперь одна воздушная петля и разворачиваем вязание. И второй ряд мы будем провязывать столбиками без накида, захватывая вот за заднюю стенку столбика. И провязываем столбик без накида. И вот так будем довязывать до конца ряда. Вот довязываем этот ряд. Там, где была воздушная петля, вот у нас тоже провязываем столбик без накида. Воздушная петля, разворачиваем вязание и вяжем третий ряд. В третьем ряду тоже провязываем столбики без накида за заднюю стенку. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 столбик провязываем воздушную петлю, которая была для подъема. Вот мы провязали 18 столбиков без накида. Снова воздушная петля, разворачиваем вязание и провязываем вот столбики без накида
за заднюю стенку. И так вяжем каждый ряд вот столбики без накида за заднюю стенку. И вот я уже провязала данное полотно. Сколько рядов я здесь не считала. Прилаживаю вот линейку, у меня получается на 17 сантиметров. Вот такое полотно я связала. Теперь оставила нить для сшивания. Слаживаем вот так пополам и будем сшивать эту вот сторону. И вот мы сложили полотно пополам. Захватываем за петельки с одной стороны. И за вот одну петелечку с другой стороны. И вот так подтягиваем ниточку. Вот. Прокалываем с одной стороны за петелечку. И параллельно вот за одну дольку со второй стороны. И так сшиваем до конца. И вот с другой стороны. Прокололи с одной и с другой. И так дошиваем до конца. И после того, вот как мы сшили с этой стороны пинетку, теперь вот где-то вот 2 ребра вот так с одной стороны, так прокололи иголкой, так разворачиваем, и с другой стороны тоже так само прокалываем вот иголкой, ниточкой, и теперь вот так стягиваем. Там, где мы стянули, сделали еще так несколько стежков для того, чтобы зафиксировать. Вот так. И далее будем сшивать такими стежками пинетку с одной и в другую сторону. Вот так. И после того, вот как мы здесь сшили, вот у нас осталось вот такое пространство. И тоже так само будем стягивать, как и с этой стороны. Просто здесь мы оставили немножко больше столбиков. Так, протягиваем ниточку. Вот так. И тоже стягиваем все, стянули, и теперь начинаем вот так еще пару стежков для того, чтобы зафиксировать, чтобы у нас не осталось никакой дырочки. Вот, и теперь делаем узелок. И эту ниточку можно будет отрезать. Вот так. И вот там, где мы стягивали вот снизу, параллельно вот будем стягивать вот сверху. Приблизительно вот такое расстояние. Ну, где-то вот так. Берем иголку с ниткой. Тоже начинаем вот так прокалывать. Так.
Протягиваем, хвостик оставляем. И вот мы собрали вот такое расстояние вот на ниточку. И теперь стягиваем за хвостики с одной и со второй стороны. Так, и завязываем на узелок. Так, на один и на второй. Эти ниточки тоже можно будет потом отрезать. Сейчас выворачиваем. Если вот будет такая маленькая дырочка, то ее можно немножечко подшить. Вот. И одеваем на манекен. Расправляем все. Вот так все расправляем. И вот такие красивые пинетки, туфельки мы сегодня с вами связали. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!